Всем привет, друзья! Для приготовления этого вкусного блюда в форму для выпекания наливаем 1 столовую ложку растительного масла, смазываем ее, у скумбрии отрезаем хвостик, голову, делаем это наискосок, чтобы зацепить плавники. Со стороны спины делаем надрез вдоль хребта, не разрезая брюшко. Повторяем процесс со второй стороны от хребта. Убираем хребет. И легко удаляем все внутренности и черные пленочки. Также удаляем кости. Вот такая рыбка получается. Укладываем ее в форму для выпекания. Повторяем процесс со второй скумбрией. Если вы не знали, как готовить вкусную рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Я больше не буду жарить рыбу, запеченная скумбрия в духовке. Просто поставьте рыбу в духовке, дешево и полезно. Рецепт, который впечатлил всех. Шикарное блюдо на обед или ужин для всей семьи. Просто приготовьте скумбрию, вся семья в восторге. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Рыбу можно подать как на каждый день, так и на праздничный стол. Приготовим маринад для рыбки. Нам понадобится 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Добавляем 1 чайную ложку сладкой копченой паприки. Добавляем 1 чайную ложку гранулированного чеснока и 1 столовую ложку лимонного сока. Хорошенько перемешиваем. Тщательно смазываем рыбку полученным ароматным маслом. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Посыпаем скумбрию зеленью. Теперь рыбку солим по вкусу. И посыпаем черным перцем. Отставляем рыбку в сторону. Займемся начинкой. В сковороду вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Пока разогревается масло в сковороде, нарежем мелким кубиком 1 репчатый лук. Отправляем лук в сковороду и обжариваем до золотистости. Пока обжаривается лук, на крупной терке натираем 1 довольно крупную морковь. Периодически лук перемешиваем. Добавляем морковь к луку.
Обжариваем до полумягкости. Пока обжаривается морковь, небольшим кубиком нарезаем 2 грибочка шампиньона. Периодически овощи перемешиваем. Отправляем грибы в сковороду. Добавляем треть чайной ложки соли и черный перец по вкусу и по желанию. Перемешиваем и обжариваем до появления золотистости у грибочков. Тем временем одно яблочко очищаем. Натираем на крупной терке. Выкладываем яблоко на рыбку. Яблоко в этом блюде придает невероятный вкус и сочность рыбке. Обязательно приготовьте такое блюдо. Сверху на яблочко раскладываем обжаренные овощи. Каждую рыбку поливаем 1 столовой ложкой майонеза. Равномерно распределяем. На крупной терке натираем 50 грамм сыра сулугуни. Посыпаем рыбку. Накрываем блюдо фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 25-35 минут. Смотрите по своей духовке. Запеченная рыба под овощной шубой готова. Скумбрия получается невероятно сочной, мягкой. Она просто тает во рту. Если вы не знали, как приготовить вкусную рыбу в духовке, этот рецепт просто находка. Я больше не буду жарить рыбу, просто поставьте рыбу в духовку. Дешево и полезно. Любители рыбы не могут пройти мимо, не попробовав его. Вся семья будет в восторге. Просто приготовьте рыбу с яблоками и морковью, и все останутся довольны этим рецептом. У скумбрии отрезаем голову, делаем это наискосок, захватывая плавники. Отрезаем хвост, теперь филируем рыбу, делаем надрез вдоль хребта со стороны спины. Отрезаем первое филе, удаляем внутренности. Укладываем рыбку хребтом вниз и срезаем второе филе. Вот такое филе получается. Перекладываем филе на доску. Повторяем процесс со второй рыбкой.
Жареная рыба уже в прошлом. Я всегда буду так готовить скумбрию. Скумбрия точно вкуснее красной рыбы. Жаль, что не знала этот рецепт раньше. Если вы не знали, как готовить вкусную рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Жареная рыба уже в прошлом. Вкусный рецепт рыбы, который впечатлил всех. Простой рецепт без обжаривания. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Теперь делаем неглубокие надрезы на коже, крест-накрест. Филе скумбрии солим и перчим по вкусу. Переворачиваем рыбку. Снова солим и перчим. Отставляем пока скумбрию в сторону, приготовим соус. Один красный болгарский перец промываем, разрезаем пополам, удаляем плодоножку с семенами и нарезаем меленьким кубиком. Отправляем перец в миску. Теперь нам понадобится укроп. У меня один довольно большой стебель. Нарезаем его мелко. Добавляем зелень к перцу. Добавляем 1 чайную ложку французской горчицы в зернах, 2 столовые ложки соевого соуса. Добавляем 1 столовую ложку меда и 1 столовую ложку лимонного сока. Добавляем 2 столовые ложки майонеза, 1 столовую ложку кунжута и по пол чайной ложки специй к рыбе и сухого гранулированного чеснока. Все хорошенько перемешиваем. На каждое филе выкладываем по 1 столовой ложке соуса. Равномерно распределяем. Отставляем рыбку в сторону. Займемся картошкой. 6 средних картошек промываем, очищаем и нарезаем брусочками. Для красоты блюда я использую фигурный нож.
Отправляем картофель в миску. Добавляем пол чайной ложки соли, черный перец по вкусу и по желанию, половину чайной ложки сладкой копченой паприки, половину чайной ложки гранулированного чеснока и половину чайной ложки сухого укропа. Поливаем 2 столовыми ложками растительного масла. Все хорошенько перемешиваем. Отправляем картофель в форму для выпекания. Равномерно распределяем. Теперь 1 помидор нарезаем довольно крупным кубиком. Раскладываем помидоры по картофелю. На картофель выкладываем филе скумбрии, кожей вверх. На каждое филе выкладываем по 1 столовой ложке соуса. Равномерно распределяем. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут. Смотрите по своей духовке. По истечении времени фольгу убираем и отправляем рыбку в духовку еще на 5 минут, чтобы подрумянился верх. Скумбрия в духовке с картошкой готова. Подаем к столу. Очень вкусный рецепт блюда из рыбы. Рыба с картошкой – здоровая и дешевая еда. Скумбрия, запеченная в духовке, прекрасное блюдо из рыбы. Можно подавать на обед или ужин, на каждый день или к праздничному столу. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов. Готовится на скорую руку. При этом скумбрия получается невероятно вкусной, мягкой, сочной. Просто поставьте рыбу в духовке. Дешево и полезно. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Готовить дома легко, просто и вкусно. У скумбрии отрезаем голову. Отрезаем хвостик, разрезаем брюшко, удаляем внутренности и черные пленки. Вкусный рецепт рыбы, который впечатлил всех. Если вы не знали, как готовить вкусную рыбу в духовке, это идеальный рецепт для вас. Вкусный рецепт макрели из простых и доступных продуктов. Готовится на скорую руку. Прекрасный обед, ужин. Отличная идея к праздничному столу. Хорошенько промываем рыбку под проточной водой. Далее со стороны спинки делаем 4 глубоких надреза до хребта. Теперь скумбрию солим по вкусу, перчим, поливаем лимоном и хорошенько натираем. Затем рыбку переворачиваем, снова солим и перчим по вкусу. Поливаем лимончиком, равномерно распределяем. И повторяем процесс с брюшком. Солим, перчим и поливаем лимоном.
Тоненько нарезаем лимон. Закладываем в каждое брюшко лимончик. Мелко нарезаем несколько стеблей укропа. Закладываем в брюшко и оставляем рыбку промариноваться на полчаса. Тем временем нарежем картофель. 3 картофеля промываем, очищаем, разрезаем пополам, затем каждую половинку разрезаем еще раз пополам. Нарезаем довольно крупными брусочками. Отправляем картофель в миску. Довольно крупно нарезаем половинку репчатого лука. Добавляем лучок к картофелю. 3 сладких разноцветных болгарских перца разрезаем пополам, удаляем плодоножку и семена. Нарезаем довольно крупной соломкой. Добавляем перец к овощам. Промываем, очищаем и нарезаем одну небольшую морковь. Добавляем к овощам. Нарезаем несколько грибочков шампиньонов, в зависимости от размера, на 4-6 частей. Добавляем грибочки к овощам. Теперь овощи солим по вкусу. Перчим. Добавляем 1 чайную ложку гранулированного чеснока, 1 чайную ложку сладкой копченой паприки. Вливаем 2 столовые ложки растительного рафинированного масла. Перемешиваем. Теперь противень застилаем пергаментной бумагой, перекладываем рыбку,
На 8 частей нарезаем 20 грамм сливочного масла. Закладываем масло в каждый надрез рыбки. Вокруг скумбрии раскладываем овощи. Отправляем рыбку с овощами в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут до готовности овощей и скумбрии. Смотрите по своей духовке. По истечении времени отделяем листики петрушки от стеблей. Мелко нарезаем. Достаем рыбку с овощами из духовки. По желанию посыпаем кунжутом. Посыпаем петрушкой и подаем к столу. Скумбрия получается невероятно вкусной, мягкой, сочной. Овощи прекрасно гармонируют с рыбкой. Они получаются пряными, ароматными. Если вы хотели вкусно приготовить скумбрию, это идеальный рецепт для вас. Запеченная скумбрия в духовке с овощами. Я больше не буду жарить рыбу, просто поставьте рыбу в духовку. Дешево и полезно. Простой рецепт без обжаривания. Любители рыбы не смогут пройти мимо, не попробовав его. Просто приготовьте скумбрию. Вся моя семья в восторге. Просто поставьте рыбу в духовку, и ваши гости оценят ее вкус. Идеальный рецепт скумбрии с овощами. Смотрите также вот эти мои рецепты. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видеорецепты. Я вам желаю приятного аппетита!